Почему китайцы плюются и так громко разговаривают, если здесь секс-шопы? Всем привет, ребятки! Привет! Мы, как обычно, на канале Своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И сегодня у нас будет третья свадьба, но уже в Китае. И расскажем, как выйти замуж за китайца. Еще очень много всего интересного про сам Китай. И мы вас познакомим с семьей, которая живет здесь, на острове Хайнань, в Китае 15 лет. Погнали! Это уже второй выпуск, наша фотосессия продолжается. Если вы первую часть не смотрели, обязательно посмотрите, там много всего интересного. Помимо классных ракурсов, фотографий, еще много всего интересного рассказываем про сам Китай, про жизнь в Китае. Ну вот наша китаяночка и готова, друзья. Осталось немножко штрихов. Все, ты готова? Круто. Даже не узнать тебя. Китаянка. А ты как Джеймс Бонд одет. Я как Джеймс Бонд? Вот это да. Вот это да. Как вам мой образ? А спина вообще супер. Спина шикарная, да. Поставьте лайк, кому нравится мой образ. Как вам? Ребята придумали, представляете? Девушка, а можно с вами познакомиться? А вы разговариваете на русском? Where are you from? Мы сейчас все дружно вместе едем на автомобиле ребят в другую локацию, где у нас будет уже китайская фотосессия. Смотрите, здесь такой пластилин классный, который не прилипает к рукам, и он такой прям обалдеть. Как называется? Минисо. Обязательно купите своему ребенку. Вот для детей вообще прикольная штука. Мнется и ничего не пачкается, смотрите, как классно. Что хочешь с ним делай. Вот наша следующая локация. Это тоже, ребята, обычный, просто обычный китайский дом. Вот такой. Здесь живут люди. Абсолютно обычные квартиры. Но здесь прикольно то, что еще есть и бассейн. Можно пойти покупаться. Все жители могут купаться в бассейне, когда захотят. И здесь прямо в центре двора есть такая вот беседка китайская. Посмотрите, что здесь находится. Здесь находится такая плитка. И любой желающий, кто здесь живет, может себе сделать чай, сварить, сесть, налить и поболтать вечером. Сейчас Лизу сфоткаем красиво. И покажу вам процесс, как готовится чай по-китайски. Сейчас я вам покажу, как делается чайная церемония. Итак, у нас вскипел чайник до 100 градусов. Мы сначала обливаем лягушку, и она должна поменять цвет. Это плохая лягушка. Плохая лягушка, цвет не меняет на золотой. В общем, мы сейчас заливаем чайные листья кипятком. Берем ситечко, где у нас насыпан чай, убираем его на специальную подставочку и сюда переливаем этот чай. Разливаем по чашечкам. При этом мы здесь все залили водой. Прошу к столу. Если бы Джеймс Бонд приехал в Китай, он бы выглядел именно так. Особенно туфли вообще бомба. Такой просто. Ты бомбич. Все, мы отработали фотосессию. Фотографы красавчики. Все, у нас осталась последняя локация. Обратно возвращаемся там, где живут ребята, где бассейн. На бассейне сделаем классные фотки. И все. Получится очень крутая фотосессия. Ребята, я вам всем рекомендую фоткаться не в платьях, а в китайском образе. Вообще супер. Здесь еще прикольно, что если вы заказываете фотосессию, у вас не просто фотосессия. Ребята разговаривают на русском, можно с ними пообщаться, позадавать вопросы в процессе фотосессии. Это очень увлекательно. И как вы видите, у нас такой получился очень насыщенный выпуск. И фотки крутые получились, и много информации полезной, и видео наснимали. Вообще красота. Так, все, мы обратно вернулись. Кстати говоря, здесь парковка везде, она платная. Например, здесь парковка стоит 100 юаней за месяц. У нас новая стадия фотосессии, называется Джеймс Бонд на отдыхе. Взял с собой летающие крылья, сейчас будем в бассейне фотки делать. У ребят столько идей для фотосессии, я просто в шоке. Это все вот на маленькой локации. Мне даже страшно представить, если бы мы куда-то поехали за пределы этого маленького островка. Кстати, пока подходим к бассейну, смотрите, это электрический автомобиль. Вот он заряжается, вот сюда вставляется.
Отсюда идет электричество. И скоро вообще весь Хайнань, как вы уже слышали, перейдет на электрический транспорт, чтобы отказаться от загрязнения окружающей среды. А это, друзья, вот в этом комплексе, грубо говоря, местный ЖКХ. То есть никуда не нужно идти. За свет, электричество, за воду все оплачивается прямо вот здесь, около бассейна. Оплатил такой и пошел купаться. Очень удобно. Тут еще и своя охрана сидит, которая следит за тем, чтобы никто не утонул. Видите? Вот это я понимаю, блин. Вот это ребята живут. Представляете, это не отель. Это просто жилой дом, в котором живут самые обычные китайцы. Я, конечно, шокирован. Посмотрите на это. Купайся сколько хочешь. Вечером покупался, пошел домой. Сейчас у нас следующий этап фотосессии. Это вот такая вот бабочка, это крылья. У ребят очень крутой подход к своим клиентам. Это, конечно... То есть вот у них просто большое желание делать крутые снимки и видео снимать, и фотографировать. Мы с ними провели целый день. Столько локаций, вообще классно. И вот так можно сделать в конце. Опа! Прикольно, что вот в этом месте из него можно вообще не выходить. И здесь наделать огромное количество фотографий. Тут и бассейн, и свой парк с пальмами, и живописно, красиво. Я никак не могу выключить камеру, просто хочу вам как-то, знаете, донести атмосферу и не могу никак подобрать слов, чтобы вы поняли, что это просто обычное жилье, где живут обычные люди. Посмотрите, какой огромный бассейн. Мне больше всего нравится вот эта часть, когда ты подходишь, посмотрите. Это как такой, знаете, видовой панорамный бассейн. И бассейн плавно переходит в реку или, как называется, пруд здесь, который находится прямо в центре этого жилого комплекса. Представляете, как здесь круто жить? Вспоминаешь свою квартиру в Новом Девяткино в Питере и понимаешь, что это такая дырища вообще. Вот наша Девяткино по сравнению вот с такими районами здесь, в Китае, это вот настоящее гетто. Гетто в России. Вот сейчас должна у нас получиться фотка, типа мы вот так погружаемся под воду, то есть так вот. Сейчас клево было, да, держи, ну. Отлично. Видите, голова рыбы. Это любимое блюдо Мао Цзэдуна, первого президента Китайской Народной Республики. И мы сейчас отведаем это блюдо. Посмотрите, какой клевый у нее бейджик, он движется. Обалденно. Это ее имя, походу, дело, на китайском. А вот и наше блюдо. Посмотрите, что нам принесли. Это огромная голова рыбы. А по бокам лежит уже мясо самой рыбы. И все это в остром соусе. Мы взяли две рыбы, одна острая, другая не острая. Сейчас нам эту рыбу еще будут готовить. Опа, он эту всю голову утопил вот в этой жиже острой. В Китае считается, что головы рыбы едят только правители, типа могущественные люди, да? Могущественные ютуб-блогеры и могущественные фотографы острова Хайнань. И такая порция огромная стоит 98 юаней. Можно накладывать и аккуратненько уже пробовать. И вот вторая рыба к нам подошла. Это уже острая. Смотрите, вот глаз у нее вытек. Опа, она. Сейчас мы скушаем глаз рыбы. Вкусняшка. Вот так она готовится, смотрите. Опа, и вся уходит в этот соус. Так, я себе уже положил в тарелку. Давайте попробуем просто вот кусок мяса с перчиком. Сейчас заценим. Очень вкусное такое нежное мясо с приправками, с перчиком вообще. Остренькое. Еще есть вот такая вот штука, что такое? Это из мяса, которое... А, мясо, да? Я называю их рыбными шариками. Ну-ка. Обалденно. Очень вкусно. А в то время, посмотрите вот сюда. Очень остро, да? Лиза не любит острое, а я просто обожаю. Так прям такой острый перчик по горлу вниз, желудочек. Друзья, мы перед тем, как сюда отправиться кушать, написали в инстаграме пост, типа, ребята, задавайте свои вопросы по Китаю, и на самые интересные мы поотвечаем. Я сейчас у Тани узнаю, потому что человек здесь живет 15 лет. Вот наш инстаграм, огромное количество вопросов. Выберем самые интересные, потому что на все ответить невозможно. Первый вопрос, почему именно Китай? Но для меня Китай прежде всего это потому, что я из Дальнего Востока. И, допустим, знаете такой анекдот? Приезжают в Благовещенск и спрашивают,
хорошо ли вы относитесь к китайцам. 30% населения говорит хорошо, а 70% говорит халясо. Вот, поэтому напротив меня находится Китай, город Хэйхэй, и у нас китайский язык изучают в школах. Стоит ли ехать на этот остров по путевке? Да, конечно, по путевке всегда дешевле, особенно чартерной. Чем вы сами будете делать визу, вы будете покупать билет отеля, это выйдет намного дороже. Там все укомплектовано и обычно с огромной скидкой. Только по путевке. Сколько в месяц вы платите за коммунальные услуги? У нас трехкомнатная квартира, значит, ЖКХ, это обслуживание дома, подъезда нашего комплекса. Мы платим 3500 рублей в месяц, плюс за свет у нас уходит, так как очень жарко, 3 кондиционера, за свет у нас уходит около 500 юаней, то есть 5000 рублей, и газ совсем копейки. Вопрос вообще. Китайцы свиньи? Китайцы свиньи. Вы знаете, все относительно. На самом деле в Китае очень много культурного населения, которые обучались и в Лондоне, и в Америке, и во Франции, которые имеют высшее образование, они очень культурны. Но есть, опять же, как и в любой стране, кто приезжает из деревни и считается, что да. Но тут смотря в каком понимании. Если считать, что... походишь и русских свиней столько увидишь. Да, да. Вы знаете, у нас столько было случаев, когда русские приезжали, напивались и делали все, что хотите, и китайцы на них смотрели, и китайцы думают, русские не свиньи ли. Почему китайцы не знают английский язык, когда все говорят, что они его знают? Ну, здесь тоже очень сложно. Я вот ребятам уже сегодня рассказывала, что, допустим, мне попадаются китайцы, которые супер говорят по-английски. Вот куда, или я в такие места хожу, что они прям в совершенстве говорят. Вот, ну, в общем, конечно, вы понимаете, что в китайских классах по 60 человек учеников. И, допустим, преподнести английский язык очень сложно, ведь кто-то их, просто не учит. И это сейчас пошла мода на английский язык. Вот кто-то из России, что все говорят по-английски, супер. Вы приедете в Россию, в любой город, и начните говорить просто по-английски со всеми, с продавцами и так далее. Кто вам ответит? Очень мало кто. Это легче всего обвинять какую-то страну, ой, здесь по-английски не говорят. Законно ли они живут в Китае, законно ли работают там, как там жить и работать легально? И можно вот вопрос объединить. Легко ли сюда приехать, например, и фотографом устроиться? Вот Да, понятно. Смотрите, я, естественно, живу легально, потому что у меня муж гражданин Китая, да, и у меня виза и вся документация, вот все нормально. И также мы работаем, у нас есть документы на фотосессию, документы, мы платим налоги, вот поэтому все легально. Но если вы хотите из России приехать поработать, то в один прекрасный момент вас могут легко депортировать, к вам подойдут из визового отдела и спросят, извините, у вас есть рабочая виза на работу фотографа? Они проверят ваши документы, естественно, у вас ничего не будет, вам полностью закроют визу, вас депортируют и занесут в черный список. Поэтому без рабочей визы, конечно, здесь лучше не работать. Китай сейчас очень строго к этому относится, и последний месяц постоянно везде проверки, и в офисах, и в туристических местах, и в кафе, и к этому гоняют иностранцев. То есть я бы не советовала, относитесь к этому серьезно. А кем вообще можно сюда приехать и устроиться работать? Первоначально я бы посоветовала найти работу вам заранее. Например, это можно сделать в гостиничном бизнесе. Если вы знаете английский язык, вы заранее можете разослать свои резюме по отелям. Допустим, такие отели, как Sheraton, Ritz-Carlton, Hyatt. Им всегда нужны русскоязычные сотрудники, которые говорят по-английски. Резюме им высылаете и дальше уже с ними связываетесь. Второй вид – это работа будет законная. Вот второй вид – это менеджера в туристических компаниях, гиды и также ресторанный какой-то бизнес. Вот, но здесь уже нужно смотреть на работодателя. Переводчики, модели, танцовщицы, диджеи очень популярна и высокооплачиваемая профессия в Китае. И, конечно же, English teacher, куда без них. И в Китае, вы знаете, преподавателем английского языка можно даже устроиться без английского языка. Вот вы этому очень удивитесь, да, но знаете,
зная каких-то там 5 слов, можете легко в садике, допустим, работать, зарабатывать деньги. Можно ли арендовать автомобиль здесь? Ребят, российским гражданам и также, в принципе, из других стран, как Казахстан, Беларусь, Украина, арендовать авто в Китае, если у вас нет китайских прав, нельзя. Даже если у вас есть китайские права, то перед тем, как арендовать авто, вы должны залог $1000 отдать, как бы директору этой компании, потому что в Китае, если вас штрафуют за рулем, все эти штрафы приходят ровно через месяц. Вы, например, взяли авто на 2 дня, и только через месяц приходят карточки автоматически на вашу машину. Если все чисто, то вам высылается залог в $1000. Вот. А если у вас будут какие-то штрафы, эта сумма вычитается. Но я думаю, что почти у 99,9% не будет китайских прав, поэтому нет. Какая средняя зарплата по стране? По стране очень сложно судить, так как каждый город отличается. Допустим, вот я скажу по такой профессии, как официантка. Официантка в Шанхае зарабатывает примерно, китайская официантка зарабатывает 6000 юаней, это в среднем $1000, да? На Хайнане официантка зарабатывает сейчас 3000-4500 тысяч юаней. То есть, в принципе, это такая неплохая, да, $700 где-то получается. Почему китайцы плюются и так громко разговаривают? А русские? Да, а почему русские бухают, курят и ходят с медведями? Да. Давайте опустим просто этот вопрос. Да. Последнее. Мой Максим не плюется и очень тихо разговаривает. Да. Вот, пожалуйста, Максим не плюется, разговаривает очень тихо. Так что все нормально. Просто ли открыть бизнес в Китае? Бюрократия большая? В Китае открыть бизнес, в принципе, очень сложно. Нужно на китайское лицо оформлять свой бизнес. Нет, не оформите. Возможно ли выжить в Китае без знания языка? Очень легко, поверьте мне, в Китае без знания китайского языка не только выживешь, но еще и сможешь заработать деньги. Все модели и певицы и так далее, все работают без китайского языка. И, в принципе, он у меня не такой хороший, и все отлично. Как с водительскими правами на байк, если полиция спросит? Сейчас вышел новый закон, он действует с 1 марта или с 1 апреля, вот я точно не помню, и вы не имеете права водить байк, если у вас нету прав. Если полиция спросит, заберут байк. С вами ничего не будет, но вас оштрафуют, да, и заберут байк. А хозяину что-то будет, наверное, штраф, наверное? Штраф, да. Можно ли приехать в Китай с детьми и где их кормить? Где их кормить. На самом деле детей можно кормить в каждом кафе, просто нужно немножечко либо попросить не острое, либо подумать, что едят дети. В Китае очень распространено это лапша жареная, вареная, с бульоном, с говядиной, с фрикадельками, пельмени, очень вкусные пельмени, все детки их едят. Есть даже картошка-пюре, это китайское блюдо северной кухни. Есть тефтели в соусе, есть мясо жареное с какой-то зеленью. На самом деле в Китае очень-очень много блюд, которые едят дети. Но просто попросить, может быть, каких-то специй поменьше. Как минимум пельмени здесь есть везде. Приходите, заказывайте пельмени и не паритесь. И лапша, да, они не острые. пельмени, пампушки. Можно ли оплачивать товары и услуги картами Visa и MasterCard? Не во всех магазинах принимают карту Visa и MasterCard. То есть лучше снять заранее в банкомате и с этими деньгами наличкой ходить по Китаю, потому что не каждый магазин примет. Это 100%, то есть очень мало принимает. Минимальная сумма с собой для отдыха на 14 дней. Я предпочитаю сказать так, что в среднем рассчитывайте на $100 в день на 2 человек. Это средняя сумма. Конечно, вы можете каждый день кушать лобстеры и так далее. Вот, но там вы уже понимаете, все дороже. Но средняя сумма с экскурсиями, с едой, при учете 2 завтраков $100 в день. Это расчет. Есть ли здесь секс-шопы? Вначале я расскажу предысторию. Смотрите, раньше на Хайнане, так скажем, лет 7 назад,
очень были популярны магазинчики, где стояли девушки легкого поведения. В каждом этом магазинчике у них была своя униформа, эти в розовеньких платьицах, эти в красненьком. Это все было в доступе, вы ходите и выбираете, они там танцуют, ну, в принципе, как в Таиланде, наверное, так. Но потом правительство Китая запретило, это было только на Хайнане, больше нигде в Китае нету. Но потом это стали потихоньку запрещать, и Китай сказал, мы не такая страна, у нас все серьезно, и их закрыли. Но секс-шопы, ребят, не переживайте, есть, заходите, они все либо под занавесочками, их много, я не знаю, что там, наверное, кто интересуется, они что-то определенное ищут. Как к русским относятся китайцы? Очень хорошо. Китайцы обожают Россию, обожают Путина. В кафе Путин, водка Путин, везде. Каждый такси знает Путина. И когда ты садишься, они говорят, а ты откуда по-китайски? Ты говоришь, ну я из России. Они такие, о, Путин, Путин хао, Путин хао. Путин по-китайски звучит немножечко как пудинг, то есть Путин. Вот. И вначале, когда ты не соображаешь, что это имя, тебе кажется, какой пудинг. Но в итоге они обожают нашего президента и говорят, что он очень много сделал для России. Вот так, короче, русских обожают, детей русских обожают, русских всех любят. Это я вам могу сказать 100%. Все, спасибо. Пожалуйста. Ребята, мы фотосессию все сделали, нафотографировались, кучу всего полезного узнали, и нам уже пора ехать домой. Все. А еще, ребята, вот вам полезная информация. Это язык жестов. То есть вот на руках вы можете показывать цифры, и вы сейчас узнаете, как будет на китайском. 1, 2, 3 и так далее. Вот давай, 1. Вот так, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А если 11? Вот так, 12. И 10 так. 10 вот так, да? Ага. А 0? Так. И так, и так? 10. Ага, по-разному 10. А 0? 0. Ага. Ссылочки оставим на Таню, на Макса, все внизу под видео. Заказывайте фотосессии, приезжайте, пообщайтесь, много всего интересного узнаете. И также Таня еще пишет очень много всего полезного про сам Хайнань, про Китай. В общем, все ссылочки на Инстаграм и все под видео. Для концовки мы вернулись обратно в бассейн. Все, друзья, на этом выпуск заканчивается. Все ссылочки на ребят оставим в описании под видео. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал. Если вам Китай не интересен, мало ли, то заходите в наш канал в раздел плейлисты. Там огромное количество стран: Сейшелы, Доминикана, Филиппины, Таиланд и много-много всего интересного. Индия. Все, до встречи в новых выпусках. Пока-пока.